Сегодня мы отправимся в Чеченскую Республику. Удивительный край, полный природной красоты, разнообразной дичи и радушных, гостеприимных людей. Чеченская Республика расположена на юге Российской Федерации в регионе Северного Кавказа. Ее площадь составляет 16 171 квадратный километр, а население превышает 1,5 миллиона человек. В республике существуют разные виды охот. От традиционной на кабанов, шакалов, волков до экзотических, таких как охота на горного тура. Дмитрий прилетел на охоту в Грозный по приглашению братьев Ширвани и Сулеймана Хизриевых. Ширвани – профессиональный горный охотник. У него прекрасная трофейная коллекция. Он собрал ее, охотясь по всей России, но основные трофеи добыл в родной республике. Попал. Есть, попал, готов. Четко. Наповал, все, сразу. 932, 31 градусов угол. Взяли хорошего трофейного тура. Есть. Тысяча 0,10 метров, 34 градусов, 68 кликов, 2Л. Среднекавказский тур, Верхняя Балкария. Есть. Гуляем тур. Ну, конечно, красота. Просто куда-то мы приехали. Завтра покажу вам. Чувствуется, ребята, кавказское гостеприимство. Я сегодня приехал сюда с двумя задачами. Я уже здесь был, как вы знаете, не первый раз, но очень хотел попасть сюда, потому что есть одна история, о которой вы немножко должны узнать. А вторая задача поохотиться и познакомиться с очень уважаемым охотником, которого многие из вас знают по видео. Его видео просто наполнен весь интернет, как на него бросаются кабаны, и он удачно их добывает. Очень такой серьезный охотник. Он охотится и на кабана, и на разную дичь. Но, в общем, в основном, как бы, ему нравится загонная ходовая охота. Мы приехали сегодня к нему, к его брату. В общем, нас очень тепло приняли. И сегодня мы вам покажем вот что-то необычное, какая вообще республика, какая здесь дичь и какая здесь охота. Ну и какие люди, конечно. Вон, смотрите, какая. О, Нива пикап. Да, сами сделали. А так удобный вариант, знаешь. Сделали, порезали, Да, я вижу. ребята. Закинул что-то на охоте. Литров 500, наверное, да? Поехал дальше. Да, нормально. Кабанов Очень 5-6 хороший вариант можно такой. загрузить. Да. Открыл, закинул, поехал дальше. Да, хорошо. Охотник, вот. Очень приятно, Дмитрий. Очень приятно. Друзья, хочу вам представить вот этого знаменитого охотника. Вот Сулейман Охотник, все вы его знаете. Вот он такой, вот так выглядит. В основном он показывает, как он уже добывает кабанов, как они на него нападают. У него очень много видео.
Одиночки, вот. Одиночки. Кабан напал на меня. Взял его. Никто тебя не знает, а сейчас вот тебя люди узнают, что ты вот такой охотник. Охоту мы любим, вот с детства охотимся. Вот. Я люблю загонную охоту с собаками. Ага. Ну, сегодня видно будет. Как получится, Как да? получится, Ну, видно дай будет. бог, дай бог. Осенью Сулейман, они здесь сидели, рыбачили, вечером так друзья приехали. И охранник там звонит, огромный кабан на территории, говорит, прорвал, говорит, эту сетку, говорит, прошел, говорит. Они выбегают, короче, застрелили его, такие большие клыки, такой большой кабан был. Чтоб яблоки покушать пришел, дурак. Понятно. Сейчас поднимемся на сопку, будем охотиться. Загонщик. Туман. Решили подождать немножко, потому что сейчас туман развеется. Потому что, видите, видимость метров 60-70, не больше. Кабан уйдет. Сулейман, вы со скольки лет охотитесь? Я с 13 лет охочусь. 13 лет? Да. Понятно. Вот 13 лет мне было, когда я первый раз от родителей скрытно ружье себе купил, тогда 16 калибр гладкоствольный у меня был. Ага. Вот с этого я и так и начал. Во всем виноват червани, правда, они и раньше ходили на охоту. У меня появился первый ружье МЦ в 20 калибре, одностволка. Ага. В 9 классе я был, купил его, новый такой продавался в Дагестане. Друг мой, вернее, они работали на бахче там, в Дагестане, Ага. сезонная. И он мне приезжает, говорит, вот так, один человек продает, говорит, одностволку, говорит. Я говорю, сколько там? 90 рублей тогда. И я ему деньги отдал, он привез мне его, и мы начали охотиться. На мотоцикле каждую ночь уезжаем, зайцев пуляем, лис пуляем. И когда я домой поздно приходил, у нас во дворе кладовка была отдельная, и я туда за этими ящиками спрятал его всегда, чтобы не знали родители. И мама как-то увидела это все, отцу все рассказала, так, увидела реально вот ружье, чтобы я что-то не натворил, как бы, и рассказала отцу. И утром, как-то часов 9 где-то на завтрак вот вышли, вот у нас кухня отдельно была во дворе. И в этот момент сидим мы, раз на улице, выстрел такой. Мы все выбегаем, что такое? Я тоже как будто первый раз выживу. Кто-то, говорит, пришел вчера, хотел меня убить, говорит, ружье бросил, ушел. И покойный дедушкин брат, они тоже подбегают, что такое? Ну, утром, как бы, что такое, говорит. Отец рассказывает им это. А я смотрю, как он нашел это, я так хорошо спрятал, всегда вот думал. И раз, короче, я захожу, отец им рассказал, что это как бы мое, я так было все. И потом дедушка меня как замучил. Оказывается, отца твоего хотели убить. Ружье оставил, кто-то убежал, говорит, новое ружье. Повезло ему с ружьем. Все знали, что он не Да, понятно. И потом мне, так короче, я Тролли ли это называется да, сейчас? короче, я думаю, что отец отдаст мне. И раз, короче, он вместе с патронтажем отдает мне его, а я такой радостный, такой беру,
занеси мою комнату, больше пальцем не трогай. Я так положил, короче, да. И потом после этого я в армию уходил. Дядя, старший брат, они, короче, как гости приехали к ним с Калуги, да, знакомые были, приехали. Они поехали зайцев гонять. Они сломали мой приклад этого и изолентой замотали и обратно занесли. Отцу комнату положили, короче. Тот увидел, поругал их. А потом с армии, когда вернулся, я прохладный отвез, приклад сделал, цевьё там поменяли. Сделал он у меня до сих пор как бы самое любимое ружье. Да. Первое ружье мое, самое любимое, он у меня до сих пор в коллекции там дома находится. Ничего себе. Очень много кабана видно по кормушкам. Вся кормушка утоптаны. Большое стадо. И не одно, наверное. Шервани, что у вас здесь? Здесь как бы кормовая площадка, сено, ячмень, кукуруза, кормим оленей, кабанов. Да? Мазутная яма, чтобы ванны принимали кабаны. Ну вот, ребята, про что я и говорил, что всегда, если хотите, чтобы была дичь, это всегда труд. Это всегда чьи-то вложения умственные, физические, финансовые, для того, чтобы зверь был. О, красота. Большинство оттуда тоже уходит вверх, туда. Туда. Вот так поднимается. Понял. Видно будет, на вышке нормально видно будет. Я вообще на вышке стоять не люблю. Понятно. Ну, большинство оттуда выскакивает, Ага. с этой стороны, и с той стороны тоже. Чуть внизу шервани будет, Ага. то здесь больше. Патронов хватит на 2 часа непрерывного боя. Шутка, конечно. Да-да. Роман самый старый охотник из нас. Вот они меня заразили с этой охотой. Вот Роман, Турко, Шервани. Я был маленький, но они ходили на охоту. Я за ним бегал. Вот так и начали. Считаю, что мои учителя. Ученик превосходит учителей. Как говорится, так и должно быть. Вот моя сайга. С этим я охочусь. Вот телефон, вот крепление здесь. Коллиматор. Холосан. 308 калибр. Вот полуоболочка. Пороховой заряд. Мощный, поэтому зверь останавливает он. Я лучше считаю это для загонной охоты. Эту сайгу лучше считаю. У меня были итальянские Бинелли, были еще Браунинг. Я их убрал. Я здесь на отечественной сайге. Мне это нравится. Если Бинелли, Браунинг лучше были бы, я их носил бы. С ними я охочусь. Самый большой кабан, который я взял, это 280 килограмм кабана я взял. Самыми большими клыками, один 37 сантиметров клыки были у него, одного 32 сантиметров. Но эти самые большие, я считаю. А так, были кабаны мощные, сильные. Но самый большой весило 280 килограмм. Шервани, кого стреляем? Стреляем. Кабан, шакал, волк, косулю можно. Кроме оленя как бы все стреляем. Все, принял. Видимость вообще шикарная. Да, скажем, чтобы запустили собак. Мы готовы, пускайте.
начался гай, начинают стрелять. Прямо идет Тарзан. Вот прямо туда идет. Я слева от Рахима, я не знаю, куда идут они. Да, это стреляет. Который стреляет, ты или Рахим? Рахим. Иди, Рахим, пока не ушли они туда. Впереди тебя. Дима, кроме нас с тобой все видят кабанов. На нас идут, на нас идут. К нам идет большой табун. Полощини, волки, дома, полощини. Один шакал готов. Два шакала на тебя вышли, да? Да, два шакала на меня вышли, а волк снизу шел, как я начал шакал стрелять, развернулся и обратно туда потерялся. Большой волк. Сейчас на нас выйдет, значит, волк. Ушел кабан туда, дальше. Не, пошли обратно. Кабаны нас обошли. Вышли на первую вышку. Сейчас Сулейман попробует их обрезать. Вернуть обратно в закон. Хэз, вот видишь, что много кабаны. Да. А Гая, шлойсом, Гая делает. Я гаял их на вас. Гонял я. Они далеко были, они стрелять невозможно было. Так интересно. Два брата. Один любит законную охоту, с собаками ходит. А второй, наоборот, трофейную охоту любит больше. В горах, горную, дальние выстрелы. В общем, охота, я так понимаю, первый загон закончился. Кабаны до нас не дошли, было где-то, ну сколько тут, 300 метров примерно, 300-350 метров. И по лощине ушли туда, наверх. Чуть-чуть нам не хватило. Не пошли сюда, здесь в гору, а они по лощине ушли.
Ну ладно, это ж охота. Никогда не угадаешь, где найдешь, где потеряешь. На тебя пропущу, смотри. На тебя пропущу. Прям на тебя пропущу его. От тебя. Есть, да? Лежит. Есть. Взял кабана. Но он еще, я попал первым точно. Еще 2 добавил. И Ширвани еще стрелял. Дима, подойди сюда, Дима. Иду, брат. Иду. Очень красиво он. Собака держит его так сильно. Вот это самое большое счастье, когда ждешь и уже надеяться перестаешь. И под самый конец загона выходит кабан. Большой. Ну как большой? 2-летка, 3-летка, наверное. Сейчас придем посмотрим. Оба попадали, ты попал его. Да, ну видишь, до сих пор живой. Я попал четко по этому. Четко попал. Ай, собачки, молодцы. Хороший свин какой. Не, это не 2-летка. Этому, наверное, лет 5, да? Да, хороший такой. Хороший сикач. Да. Я сзади бил, видел, я сзади бил, что он поднялся туда. Я думал, не видишь, как ты не видишь, я думал. Я видел? Даже? Да, ты начал стрелять. Я начал стрелять, он начал уходить. Я правую сторону взял, начал стрелять. Ага. По Он кусту, пошел ко рядом мне. с кустом попал и начал он подниматься наверх. Что, давай успокоим. Давай, добей. Башку. Сейчас, я... Блядь, готовься. У меня это, патроны далеко. Видишь, что делаешь? Смотри, сейчас я вижу, что он уже приготовился. Да, уже нападать хотел. Нападать хотел, ну? Сейчас. Прям уху дай ему. Ну. Ты смотри, какой он на рану. Видишь, я Да, попал в бок ему. два попадания, я четко, и хлопок Да. даже слышно было. Да. Ай, мама. Вот так вот. Эй, братан. Все нормально, все хорошо. Офигенно. Да, Слава Богу. готов. Слушай, ну и вышел на нас. Я уже все думаю, ну все, наверное, Да не, пойдем это одиночный барашка гулял. кушать. А знаешь, вот 2 табуна без собаки шумовые ходят. Хорошо, что вот именно сикач вышел на нас, даже? Да, что не маленькие, не пацанки. Он давно там стоял, Ага. то туда, то сюда, крутился. Ага. А потом уже собаки как подошли, его выгнали его как бы. Ага. Это Кавказ, воздух здесь чист, здесь справедливый народ. Если ты друг, если ты брат, откроет тебе каждый дом. Друзья, а теперь начинается кавказское гостеприимство. Видите, какой стол, сколько наготовили. В общем, дай бог, чтобы, скажем так, хватило сил на второй загон.
мясо просто потрясающее. Тут на все настолько вкусное. Просто тает во рту. Я не знаю, это, наверное, бычок молодой какой-то был. Да, конечно. Очень. Именно который пасся там же, в горах. И его же режут там же на месте, да. Не то, что сравнили, как бы отправляют. Ну, просто объедение. И галушки вкусные. Друзья, мы сейчас находимся в резиденции Рамзана Ахматовича Кадырова. Да, здесь окраинности резиденции Гудермесского района. Он построил большой вольер. И каждый сезон отпускается отсюда на волю оленей, разные олени. Благородный олень, морал, пятнистый олень, очень много как бы оленей. И у нас окраинности села Ахмат-Юрта тоже на 800 гектаров построили вольер. И там оттуда же выпускается то же самое вот количество в каждом районе, вывозят и отпускаются олени. У нас за первой кампанией, второй кампанией оленя практически вообще не стало. То, что как бы могло убито, побито, как бы их не стало. И после этого Рамзан Ахматович построил вольер, завез много оленей и выпускается. Олени выпускаются, фазана выпускается. Муфлона привезли, тоже выпустили на Жюртовском районе. И привезли козлатуров из Верхней Балкарии, Карачаево-Черкесии, набрали их, то, что у них есть. Яков выпустили, птиц очень много, фазанов в каждом районе выпустили. Вот так этим занимается человек, не то, что республику строит, и о природе тоже заботится. Я понимаю, если был бы человек охотником заядлым таким, он, конечно, не знаю, что творил бы, и то, что не охотник сам, и то о природе заботится, и все занимается этим, тратит очень много денег, как бы. Но творил бы в раз в 10, наверное, еще Ну, больше. что творил бы, я знаю, если был бы заядлым охотником, что творил бы вообще так же, да. В прошлом году 180 штук выпустили, да? В прошлом году отсюда именно ко мне, где мы были на охоте, привезли, там выпустили 180 штук таких хороших прямо экземпляров. Сам приехал, сам отпустил меня. И любит он сам везде как бы побыть и везде же отпускать. Реально, чтобы картину знать самому, где что отпускается. Ну, на самом деле это очень ценно, когда первое лицо республики вот так вот заботится о природе. Потому что по факту все те крикуны, зоозащитники, толку от них, кроме криков и гневных комментариев, ничего такого нет. По факту охотники заботятся и не охотники, а вот такие люди, которые любят природу, они гораздо больше делают в разы именно реальными делами, интродукцией, охраной и правильной охотой. Так? Да, конечно, да. И благодаря Рамзану Ахматовичу в горах у нас очень много крупнокопытных зверей, очень много тур. На туры сейчас лицензии открыли 2 года назад уже. На Безуара у козла, конечно, нет лицензии, он краснокнижный у нас, серна у нас краснокнижный. Их очень много по количеству, как бы. Ну, зная, человек как бы относится доброй душой, браконьеры не лезут туда. Так что численность зверей много у нас. Сейчас вот в любое село проезжаешь, и там окраин села, олени такие, так приятно смотреть. Фазаны у нас окраинности села, домашних петушков гоняют, фазаны реально вот гоняют, они прямо их курятники заходят, они жалуются даже, что они начали бить их. Вот так. Ну, интересно как бы. Звери много, когда бывает, интересно бывает. Вот туристам тоже, вот проезжающим, туристов очень много в республике бывает. Они проезжают, как будто в зоопарк попали. Вот, знаешь, олени ходят там, фазаны ходят там, знаешь, очень много. У нас второй загон. Сейчас с обратной стороны горы будет загон оттуда. Кабаны прошли вот здесь прямо, у них тропа, вот, все стоптали. По идее, они должны вернуться обратно. Ну, посмотрим, как будет по факту. Еще хотел бы обратить внимание, посмотрите, с каким уважением. Меня на секунду одного не оставляли. То есть все время внимание на гости. Я очень благодарен этим ребятам, которые принимали. Очень добродушные,
в такие места интересно ездить таким людям, когда такая, скажем, забота и такое уважение к гостям. Лежит, видишь? Да. Охота у нас получилась. Маленький, молодой, вкусный. Ну, собаки у меня разные породы. Вот смотри, это эстонские есть, это русский гончий есть. Вот это лабрадором гончим смешанная собака. Вот разные породы у меня. Очень хорошо работают. На все идут, можно сказать. Волк, шакал, кабан. Вот так. Ну, Ну, загон оказался пустой, кабан не вышел, видать, ушел в другое ущелье. Сейчас быстренько едем и в другой загон делаем. Сразу видно охотничий дом. Настоящий охотничий дом. Эти все трофеи мои. Вот этот пистун его. Он попросил, чтобы его оставить здесь в доме. Да. Из-за этого оставил его, вот этого пистончика. Понятно. А так все остальное, все, это мое как бы. Да. 460 где-то метров с Бинелли взял. Оптика у меня тогда стояла. Бинелли. Арго. Арго. Бинелли, Арго. Такой же, как у меня. Да, такой же, как у тебя. 06 у меня было. 400 где-то 60 метров. Я думал, что это большой, здоровый. Стрелял, но Понятно. маленький был. А у меня побольше немножко, полуторник есть. Но я же с собаками недавно охочусь. И когда он из елки там выглянул вот так, или сосна там была, мне показалось, башка такая, я думаю, ух, какой хороший медведь. Бах, а тоже 1,5 где-то года примерно было. Ну, этот совсем поменьше, это, наверное, этого года. Это пистун, да, да. Пистун, скорее всего. Мой любимый карабин, охотничий вариант. Меркель тройник. 12-й, 308-й, комбинированный мой любимый охотничий карабин. Ружье. Класс. Правильно назовем его. Меркель. Я просто в лесу, я обожаю его. Все есть, но всегда как бы либо его, либо, если у меня блейзер тройник, либо это беру в лес. Очень хороший. И я хочу показать свой любимый из высокоточных карабинов, если можно. Давай. Есть Фукс такой человек Угу. в Австрии, Да. штучный, который делает карабины. Я у него заказал, до санкций успел забрать. Вот, все самых высокоточных калибра, как бы 6,5, 55, 7 СТВ, 338. Угу. Вот, 3 ствола я у него заказал. Угу. Вот. В комплектации 3 ствола Ага. карбоновым этим накруткой. Под каждую оптику пристрелено. То есть беру чемодан, ветер сильный, ставлю покрупнее. Ветер не сильный в горах, ставлю поменьше как бы. Понятно. Ствола. И вся пристреленная И все оптика пристрелены тоже? по оптике, все. 3 оптика, Ничего себе. снизу как бы модератор. Класс. Вот так вот. Чемодан берешь, едешь и под любой дичь пуляешь. Да, хороший инструмент такой. Взял 2 ящика с собой и все. Никаких проблем для охоты. Как бы. Понял. Для горной охоты как бы. Трофейный хорошего тура взял,
904 метров под углом 37 градусов. Под углом. Стрелял Тура хорошего. 7 миллиметров СТВ. За что Фуксу огромное спасибо. Вот такой вот. Карабин. Промахов практически нет. Один выстрел, один тур. Трофейный. Мы сейчас с вами находимся на базе Лебединое озеро, так назвал его Рамзан Ахматович. Здесь очень много рыбы, ну а также у Ширвани все подготовлено для приема и отдыха очень хороших людей, друзей. Есть и мангальные зоны, и рыбы, ну здесь зарыблено все. Это тоже стоит больших усилий, поскольку здесь раньше была свалка. А потом в Ширвани пришла идея, он вытащил отсюда весь мусор и сделал вот такой вот пруд с чистейшей водой, что водится и толстолобик, и сомы, и карпы, и что только здесь нет. В общем, можно охотиться с луком, рыбачить со вкусом. Вот она, толстолобика. Кто говорит, что мы не стрелки, а? Вот так вот. Красивый выстрел начал делать надо. Подожди. Вот такие по глубине ходят, а? Заразы, а? Поймали мы их, а? Вот, братан, видишь? Вот такие дела. Желаю, чтобы процветала республика и всегда здесь была полная чаша у такого гостеприимного хозяина Ширвани. Дим, все прям бежит сюда. Я понял, в угол вот сюда. В угол, бежать, да. Вот там, да, вот за Да, кустами вот вот там. сяду, Да, и вот так всё. вот. Ага, Сядешь. хорошо. А так, как телевизор смотришь, все видно бывает. Да, понял, хорошо. Все. Вот так вот. Вот это удобная позиция. Внизу загон будет оттуда. И как бы получается, как треугольник. Здесь угол. Из двух углов будет толкать. Соответственно, весь зверь должен сюда пойти. Посмотрим. Если вот тут есть, то придет. И все-таки вот охота для меня это прежде всего компания, прежде всего отдых. Для кого-то охота мясо, для кого-то охота, я знаю, там только деньги, еще что-то. Для меня это компания, для меня это друзья. А потом уже все остальное. Иногда так бывает, с людьми начинаешь общаться и понимаешь, что этот человек тебе очень близок. И в частности, вот так же к другу, к которому я сюда приехал, он мне стал очень близок, вот своим отношением, очень достойный человек. Он спокойный, ровный, выдержанный молодой парень. Вот, настоящий воин, настоящий, он такой, знаете, во всем настоящий. Поэтому я сюда приехал, чтобы его посетить. Сулейман, тут волк от номеров в нашу сторону шел, видимо, бегом. Куда-то ушел в лес внутри, наверное, где-то. Волк, по волку стреляю. Ну что, побежим? Да не побежим.
в детстве, вот Ширвани, старший брат, они ходили на охоту, но меня не брали они никогда. Я бегал за ним, но не брали они меня на охоту. Потом мой дядя по маме, почти ровесник он мне, мама Теми его зовут. Вместе мы начали охотиться, потом у дедушки брали ружье, ходили, потом я решил себе купить, а от родителей скрытно так. Купил я себе 16 калибр ружье, купил, этот обрез был такой укороченный. С ним ходил я. И эти осечки давала, она старая такая была, томная. Ну, потом еле-еле одного зайчика взял я, так и началось, бегаю за зверью. Ну, мне нравится охота, зверовая охота нравится сейчас. Кабан, шакал, волк. Ну, иногда и на медведя ходим мы, когда лицензии выдают. Вот зверовая охота мне нравится, загонная, с собаками. Брат вообще горную охоту любит, он в горы ходит. Ну, дальние выстрелы у него получается. У меня 500, 600, 700 были там попадания. А так дальше я не стреляю, а брат там за километр стреляет, он уже... А брат говорил, что отец не охотник. Не, отец не охотник был. Отец у меня 91-го отец умер, мне тогда 16 было. Потом война, все, это каша у нас заварилась. На охоту там не ходили мы тогда. Потом начали вместе охотиться. Этот друг мой, брат мой, патриот. Мы вместе начали потом заново охотиться. А патриот вообще с малых лет на охоту ходил. У него собаки были тогда. У меня собак не было тогда. Я даже собак не понимал, что они, где они, как они работают. Вообще я даже не знал. Ну, потом себе тоже собаки я завел. В свободное время всегда вместе патриот. Я Абузайд Висмурадов. Мы с ним на охоту ходим. И сегодня у него не получилось приехать с нами, совещание было, ну, дела у него такие. Когда мы на охоте, вот уходим, устаем. Потом собаки начинают лаять, что-то гонять. Все уже сразу поднимается настроение, как будто ничего не было. И опять бегу за ним, чтобы встретить зверя, чтобы взять его там навстречу. Иду собакам так. Ну, адреналин очень зашкаливает сильно. Сулейман настоящий охотник. Настоящий охотник. Ну, не знаю, настоящий охотник, но люблю я охоту. Ну, и охоте получается у меня, я думаю. Каждым днем учишься охоте, как Ширвани говорит. Сегодня ты на охоте промах, что-то у тебя бывает, зверь уходит, потом завтра ты на этих ошибках учишься, ну, чтобы не допустить таких ошибок. Так. Ну, такая охота у нас. Он уплывет и все. Друзья, сейчас мы приехали на псарню, посмотрим, что здесь за собачки. Вот видите, я, допустим, больше лаек люблю, но здесь, на Кавказе, больше предпочитают гончих, потому что у них есть свои тоже плюсы. Пойдемте посмотрим. Ати золотые, ати хорошие. Ну вот тут Пальма, Тайсон. А Тайсон охотился с нами? Да? Вот. Ай, красавец какой. Ай, красавец. Ах, красавец. Но почему на Кавказе любят гончих? Потому что гончие работают и по медведю, и по кабану, и по зайцу, в общем, по всему. И самое главное, что они лают, потому что в основном охотятся загонами. Но есть собаки тоже, как не хуже лаек, останавливают кабана и держат его. Также делают хватки. Почему гончая еще? Потому что лайка, она все равно высокая. И когда терновник, кусты терновника очень колючие, кабан проходит, и они уже идут по кабаньим тропам, так же, как в Сербии. Очень любят сербскую гончую. Самая рабочая у них собака и порода. Вот поэтому и русские гончие. Ну, конечно, размах, видите, какой впечатляет. Вольеры такие, целая псарня прямо отдельный. Человек занимается всем этим. Ай, красавцы. Ай, что там смотрит?
Да, классные собаки. Ну тут, наверное, штук 20. Сколько собак у тебя, брат? 25 собак. Практически угадал. А, какие красавцы. И молодые, молодняка сколько. А, эти красавцы какие. Да, красиво. Вот собаку вчера поранил кабан, да? Посмотри, как рубанул. Кабан разрезал вчера. Джек, а ты красавец. Вот он и выгнал на меня кабана, да? Ай, Джек, спасибо тебе за охоту. Ай, ты хороший. Ай, ты красавец. Спасибо тебе, мой хороший. Видишь, поранил и он его. Добыли 3 шакала сегодня и 5 кабанов. В общем, день удался, но это еще не конец. Сейчас мы будем готовить барашку в тандыре. Откуда? От хозяйства Ширвани. Ну, да? Да. Ягненок. Да, для манирования. Мед Да. просто будут отдыхать. Да. Вау. И сколько он будет готовиться примерно? Ну, час 30 минут. Час 30 минут. Опа. Ударился в эту дерево, когда я бил ее ногой. Вот после этого я успел стрелять. Обалдеть, обалдеть. Вот этот кадр. Порвал бы ее. Большой кабан-то. А, хороший сикач. Какая там сигарета? Большими клыками. Кабан там ему где-то. Да, вот 6-7. стреляешь. Вот, И вот он на тебя прыгает. И ты на дерево, ты в дерево как бы уперся. Да. Понял. Если не дерево, точно порвал бы. Не спеши, вот так. Вот эти снимаем. Вот так. Вот так. Вот это тоже снимаем оттуда. Вот это да! Ай да барашка! Ай да красота! Не получилось. Не получилось. Оставьте меня, до утра буду кушать. Очень вкусно. Не так уж получилось. Прекрасно. О! Это да! О! Необычный вкус. Наверное, вкуснее я барана не ел. Вот так я скажу, какой вкус. И бараном пахнет, и травой пахнет. Просто замечательно. Эх, ребята, как бы я хотел с вами поделиться этими ребрышками, чтобы вы тоже поняли, насколько это вкусно. Дорогие братья, спасибо за приглашение. Это вам вот небольшие такие вот подарки. Но парни проверяли в разных ситуациях. И даже в самых этих, говорят, что лучше ножа не было. Спасибо большое. Надеюсь, что они вам тоже зайдут. И надеюсь, что будет один из любимых ножей, который хорошо работает. Спасибо. Вот. Так Если что- мне за каждую эти ножи монеты подарили бы, у меня был бы монетный двор, но все-таки как принято, все мало зама. Вот так вот. Спасибо. У меня монетного двора нету, правда. Не маленький? Как говорится, раз пошла такая пьянка, мало лишнее. Вот тоже как бы вот так вот. Прочитать можно? Ух ты, ничего себе. Панову Дмитрию Афанасьевичу. От охотника Физреева Ширвани Хайдаровича. Да, спасибо большое. Спасибо, брат. Я тоже присоединяюсь. Спасибо. Друзья, охота – это не только добыча мяса. Мяса и так в жизни хватает. Охота – это прежде всего дружба. Охота – это прежде всего встречи с хорошими, с приятными друзьями, в хорошей компании, вот за таким столом, с добрыми намерениями, с добрыми словами друг к другу, с подарками и так далее. Вот что важно в охоте. Это общение прежде всего. А здесь на Кавказе, посмотрите, какой у нас стол
слава богу, здесь принимать умеют. У нас хорошее настроение и полная чаша, слава богу. Это братские отношения. Охота — это братские отношения. Да, Это да. по-братски у нас. Охота и место мы кушаем, это очень много значит. Да? Конечно, самое главное. Спасибо большое за прием, за теплые шервани. Это большое счастье, ребята. Спасибо побывать в такой компании и на такой охоте. Ну а кадры, которые вы видите, это здесь добываются вот такие трофеи, которые, ну, просто там золотого уровня. И не только кабаны, которые я приехал, конечно, здесь очень важная часть — это горная охота. И чтобы был такой прием, это надо быть либо другом шервани, либо состоять в нашем клубе. Вот, в общем, присоединяйтесь, и будет у вас так же. Я сейчас приехал к родителям своего друга, привез барашек отцу. Ну вот, мы и встретились. Так жизнь устроена, что очень достойные ребята уходят. Это мой друг Увайс. Я знал, что я приеду к нему. И в этой поездке у меня это была одна из главных задач. Посетить моего друга и отдать дань памяти. Покойся с миром, друг.